Привет, любители BTS! Почему Ви вдруг заплакал за кулисами? Вопрос, который теперь находит отклик у миллионов фанатов по всему миру. Проникая через экран, проникая в сердце и сотрясая эмоциональные основы армии, которые думали, что понимают звезду со всех сторон. Но в ту ночь, среди оглушительных аплодисментов, мерцающих огней сцены и ревущих возгласов, произошло нечто неожиданное. Нечто, что заставило время, казалось, остановиться, когда Ким Тэхён, более известный как Ви из BTS, наконец снял завесу печали, которую он скрывал за почти идеальной улыбкой. И еще более шокирующей была реакция Чонгука, золотого Макне, которая заставила тысячи фанатов на арене и миллионы дома не сдерживать слез. Что же на самом деле произошло той ночью? Этот вечер был не просто концертом. Это фрагмент истории, где и между музыкой, слезами и честностью мы стали свидетелями чего-то гораздо более глубокого, чем просто выступление на сцене. Тэхён, который всегда был известен своей невозмутимостью, с элегантной аурой и успокаивающей улыбкой, внезапно остановился посреди последней песни. Огни, которые танцевали на сцене, перестали следовать за его шагами. Он замер, держа микрофон слегка дрожащей рукой. Прошло несколько секунд в жуткой тишине. Затем прозвучал тихий, хриплый голос, полный ран, которые скрывались слишком долго. «И я не знаю, с чего начать», — сказал он почти сломленным тоном. «Но мне нужно кое-что сказать сегодня вечером». Эта фраза мгновенно изменила атмосферу. Ликование сменилось тишиной, как будто весь мир затаил дыхание. Камера, наведенная на его лицо, запечатлела нечто редкое. Заплаканные глаза. Не из-за сценического освещения, а из-за слез, которые действительно потекли. В одно мгновение все поняли, что это не часть шоу. Это правда, которая, наконец, вырвалась из сердца человека, несущего бремя более тяжелое, чем казалось на экране. Согласно некоторым сообщениям южнокорейских медиа, этот момент произошел после их последнего концерта в Токио-доме, концерта, который предсказывалось станет одним из самых масштабных выступлений BTS в этом году. Но кто бы мог подумать, что за таким совершенством скрывается почти невыносимая эмоциональная усталость. Сотрудник, находившийся за кулисами, даже отметил: он выглядел очень спокойным перед выходом на сцену, но, сойдя, он не смог сдержать слез. И в тот момент Чонгук, который был по другую сторону сцены, казалось, побежал к нему. Фанаты, снимавшие издалека, видели, как Чонгук нежно похлопал его по плечу, а затем обнял среди приветствий, которые превратились в массовый плач. Тихим шепотом, уловленным микрофоном, Чонгук сказал: «Хён, ты не один». Эта фраза проста, но обладает силой разрушить эмоциональные стены, возведенные между айдолами и фанатами. Было ли это признаком чего-то, что скрывалось от публики? Связана ли печаль, выраженная Ви той ночью, со внутренним давлением, с чувством потери или даже с расставанием, о котором ходили слухи в медиа? Однозначного ответа нет, но та ночь стала доказательством того, что за идеальным образом скрывается хрупкий человек, который чувствует усталость, который любит, но также и страдает. Некоторые фанаты попытались истолковать сообщение Ви из его поста в Инстаграме на следующий день. Он написал короткую, но содержательную фразу: «Не все раны видны на сцене». Предложение сопровождалось черно-белой фотографией, только микрофон, пустой стул и тень лампы, казалось, изображали тишину. Тысячи комментариев наводнили пост, большинство со словами поддержки, другие полны слез и вопросов. Между тем, реакция Чонгука стала предметом глобального обсуждения. В клипе, который теперь стал вирусным в социальных сетях, Чонгук, кажется, сдерживает слезы, когда обращается к публике после того, как Ви опускает сцену. Дрожащим голосом он сказал: «У всех у нас был тяжелый день, но сегодня вечером я хочу, чтобы вы знали, что мы всегда заботимся друг о друге». Фраза была встречена истерическими криками, но она также заставила многих армий осознать: возможно, это человеческая сторона BTS, которую редко показывают публике. Знаменитый психолог в Корее доктор Ли Джи Ин сказал в интервью Seoul Post, что такого рода момент является проявлением внутреннего давления, которое сдерживалось слишком долго. Он объяснил, что от великого артиста, как Ви, мир ждет совершенства. Но печаль, проявленная на сцене, это не слабость, а очень редкая форма честности в мире развлечений. Что делает этот момент еще более эмоциональным, это долгая история дружбы между Тэхёном и Чонгуком. Они знают друг друга со времен стажировки. Многие давние фанаты знают, что их отношения — это больше, чем просто коллеги. Они как братья. Чонгук однажды сказал во время BTS-феста:
Тэхён — это самый главный, кто лучше всего знает, когда мне не по себе. Поэтому, когда роли поменялись той ночью, когда именно Чонгук успокаивал Тэхёна, момент стал очень символичным и душераздирающим. В социальных сетях хэштеги «Тэхён we love you» и «Чонгук protect» немедленно стали мировыми трендами. Тысячи видеомонтажей, цифровых поэм и цифровых картин появились менее чем за 12 часов. Многие фанаты писали, что чувствуют себя опустошенными, но тронутыми честностью Ви. Ви научил нас, что даже у звезд бывают свои темные ночи, написал один фан-аккаунт в Твиттере, который набрал более 400 тысяч лайков. Интересно, что Big Hit Music, агентство, в котором работает BTS, на следующий день выпустило краткое заявление. «Мы ценим поддержку фанатов. Наши артисты возьмут небольшой перерыв, чтобы восстановиться после напряженного графика». Написали они, не уточняя никаких деталей об инциденте той ночью. Короткое заявление, которое оставляет больше вопросов, чем ответов. Почему они выбирают молчание, когда публика жаждет ясности? Некоторые развлекательные журналисты пытаются копать глубже. В эксклюзивном интервью с членом осветительной бригады, который участвовал в концерте, было упомянуто, что перед выходом на сцену Ви сидел один сзади, уставившись на большой экран, который показывал моменты пути BTS с самого начала их дебюта. «Он долго смотрел», — сказал член команды, как будто разговаривал сам с собой. Также возникли спекуляции. Некоторые говорят, что Тэхён испытывал эмоциональное давление из-за плотного сольного графика. Некоторые также считают, что он, возможно, переживал чувство потери после того, как некоторые участники BTS ушли служить в армию, оставив эмоциональный вакуум между ними. Загадочное сообщение Чонгука на Weverse за день до концерта. «Иногда мы смеемся, чтобы скрыть слезы». Какой бы ни была причина, одно стало ясно той ночью. Мир стал свидетелем честности, редко встречающейся в индустрии, построенной на идеальном образе. Многие международные СМИ, такие как Rolling Stone Japan и NME Asia, даже написали специальные статьи об этом инциденте, назвав его самым человечным моментом в истории BTS. Некоторые фанаты, присутствовавшие на концерте, даже признались, что настроение резко изменилось после того момента. Сначала мы все были взволнованы, но как только Ви заплакал, все заплакали вместе с ним. Никто не знает почему, но мы это чувствуем, написал один японский фанат в социальных сетях. Сам Чонгук через несколько дней написал сообщение на платформе Weverse. Он не упомянул имя Ви напрямую, но содержание намекало на это. Очевидно, что тот момент изменил отношение публики к ним. Они перестали быть просто айдолами, которые кажутся идеальными на экране, а стали людьми с настоящими эмоциями. Некоторые аналитики поп-культуры считают, что это явление демонстрирует трансформацию образа BTS из мировой иконы в символ человечности в современной индустрии развлечений. Другими словами, слезы Тэхёна открыли совершенно новое пространство для разговора о психическом здоровье, давлении славы и необходимости честности в мире развлечений. В течение следующих нескольких недель фанаты начали замечать, что Ви делился все более личными вещами, такими как фотографии сумеречного неба, размышления в письме или короткие видео без музыки, как будто он медленно восстанавливался самым человечным способом – тихо, честно и просто. Чонгук же, с другой стороны, казался более защищающим. В своем последнем радиоинтервью, когда его спросили о концерте в Токио, он просто немного улыбнулся и сказал: «Иногда тишина сильнее слов». Фраза короткая, но смысл глубокий. Теперь, помимо просто эмоционального момента, эта история является отражением дружбы, честности и искренности. Среди блеска мира развлечений армии стали свидетелями не только концерта, но и внутреннего путешествия двух людей, которые учатся быть верными себе и друг другу. И, возможно, именно в этом кроется истинная сила BTS. Не только в идеальной вокальной гармонии или хореографии, но и в смелости показать, что они тоже могут сломаться, тоже могут плакать и тоже могут исцелиться. Но вопрос, который теперь продолжает звучать в умах фанатов по всему миру, один. Что на самом деле заставило Ви плакать той ночью? Есть ли что-то, что еще не раскрыто? Или это был крик облегчения после многих лет тяжести? До сих пор никто не знает наверняка. Но, возможно, как сказал Ви в одном из своих прошлых интервью, некоторые вещи не нужно объяснять, их достаточно почувствовать.
И той ночью весь мир действительно это почувствовал. Атмосфера после концерта не была мимолетной, она как будто все еще витает в воздухе, отражаясь между постами в социальных сетях и сердцами, которые не готовы принять тот факт, что за каждой прирученной улыбкой скрывается невысказанная печаль. Видеозаписи его плача были опубликованы и распространены миллионы раз. За считанные часы в кадры преодолели границы языка, страны и даже фандома. Больше нет разделительной линии между айдолами и фанатами. Все, что осталось, это сочувствие, честность и одинаково текущие слезы. Различные новостные программы о развлечениях освещали этот момент с драматическими заголовками. Слезы иконы. Тэхён плачет, мир смотрит. И за улыбкой скрывается рана. Каждый фрагмент видео пересматривался снова и снова, показывая, как Тэхён пытается сдержать слезы, прежде чем окончательно поддаться чувствам, которые накопились слишком долго. На нескольких форумах фанаты писали подробные анализы мелких жестов, его взгляд в потолок, крепкое объятие Чонгука и выражение облегчения сразу после того, как он расплакался. Один из виральных комментариев гласил: «Возможно, впервые мы видим не Ким Тэхёна звезду, а Ким Тэхёна человека». Эта фраза стала зеркалом для миллионов людей, которые осознали, что даже самый счастливый на вид человек в мире может скрывать невысказанную печаль. Даже международные СМИ освещали это. Rolling Stone, Billboard и BBC Entertainment написали, что этот момент стал одним из самых откровенных эмоциональных откровений, которые когда-либо демонстрировал на сцене мировой артист. В своей артикле BBC пишет: BTS всегда были известны своим профессионализмом и дисциплиной, но той ночью Ви показал большую сторону музыки – эмоциональную честность. Когда Чонгук обнимает его, мы видим не просто айдолов, а двух лучших друзей, которые выросли вместе, разделяя усталость и любовь, которую невозможно описать словами. Но за повсеместным сочувствием стоит и озабоченность различных сторон по поводу давления, которое могут испытывать участники BTS, особенно те, кому теперь приходится проходить сложный переход между сольной деятельностью и национальными обязанностями. Корейский эксперт по поп-культуре профессор Хан Мик-Йон из Университета Йонсе объяснил, что это явление демонстрирует психологические последствия глобальных ожиданий. По его словам, когда человек живет под постоянным наблюдением, каждый жест и выражение становится символом. Никакое личное пространство не является полностью безопасным. В один прекрасный момент чувства, которые никогда не передавались, вырвутся наружу даже в самый неожиданный момент, как посреди концерта полного любви. И действительно, той ночью любовь и печаль смешались в одно целое. Присутствовавшие армии признались, что почувствовали странное тепло, чувство соприкосновения, но и беспокойства. Фанатка написала на Вьюверс: «Я плакала не потому, что мне было грустно, а потому что я знала, что Тэхён наконец-то может быть верен себе. Это мужество, а не слабость». Реакция Чонгука стала отдельной главой, не менее эмоциональной. Те, кто следил за BTS с момента дебюта, знают, что Чонгук однажды сказал: «Тэхён тот, кто больше всего научил меня тому, как повзрослеть, не теряя сердца». Поэтому, когда той ночью он стал опорой Тэхёна, мир увидел идеальный круг. Две души, растущие вместе, поддерживающие друг друга в тишине. Видео с объятием стало символичным. Тысячи фан-артов появились на тему «Две звезды под одним небом». Даже некоторые культурные социологи считают, что этот момент демонстрирует важность мужского эмпатического представления в азиатских культурах, где выражение эмоций часто является табу. В статье в The Guardian обозреватель написал: «Когда Чонгук обнял Тэхёна, это разрушило старые стереотипы о мужественности в корейской поп-культуре. Он не просто утешил друга, он дал разрешение миллионам молодых людей чувствовать, плакать и признать, что они тоже хрупкие». Некоторые публичные психологи даже используют этот момент как пример на своих занятиях. В Корейском университете преподаватель по имени Пак Сын-ги показал видео своим студентам, чтобы обсудить концепцию уязвимости в культуре знаменитостей. В своем интервью местным СМИ он сказал: «То, что Тэхён и Чонгук сделали той ночью, было формой эмоционального общения без слов, чем-то очень ценным в эпоху цифровых образов. Но за всей этой оценкой стоит более глубокое молчание». Через несколько дней после концерта Ви решил исчезнуть из поля зрения общественности. Ни новых постов, ни появлений в радиопередачах, ни интервью. Просто долгое молчание. Фанаты начали беспокоиться. Некоторые интерпретируют, что ему нужно время для восстановления.
Другие опасаются, что бремя может быть больше, чем они думали. С другой стороны, Чонгук стал чаще появляться в СМИ. Но каждый раз, когда его спрашивали о Ви, он слабо улыбался и отвечал короткой фразой: «Он отдыхает, он сильнее, чем вы думаете». Этот ответ, вместо того, чтобы успокоить, углубляет тайну. Армии по всему миру начали онлайн-движение под названием #RestWellTaehyun. Они посылали позитивные сообщения, художественные работы, даже открытое письмо, отправленное в офис Big Hit. В одном из виральных писем фанатка написала: «Нам не нужно, чтобы ты всегда улыбался, Тэ. Мы просто хотим, чтобы ты знал, что тебя любят, даже когда ты плачешь». Письмо было опубликовано более 1 миллиона раз в социальных сетях, став одним из самых влиятельных посланий фанатов в истории фандома BTS. Среди потока поддержки возникла одна интересная вещь. Момент слез Ви на самом деле углубил их чувство любви и близости к BTS. Впервые они почувствовали, что их отношения – это не просто отношения между айдолами и фанатами, а между людьми, которые понимают друг друга. Для армии слезы не были слабостью, они были формой доверия. Плача перед миллионами людей, Ви, казалось, говорил, что верит в них, что он знал, что они не будут смеяться над ним и не покинут его. И в этом кроется магия BTS. Они никогда не относятся к фанатам как просто к зрителям, а скорее как к части своего жизненного пути. Внешние СМИ подчеркивают этот феномен как эмоциональную частность нового поколения. Аналитики пишут, что публика теперь ценит подлинность больше, чем совершенство. Ви и Чонгук показывают, что уязвимость может быть новой формой силы в современную эпоху, пишет Atlantic Asia. Когда мир наполнен ложными образами, искренние слезы становятся революционными. Вскоре после этого Ви наконец-то появляется снова. Не на сцене, не в интервью, а в простой прямой трансляции на платформе Weverse. Он сидел перед камерой в белой пижине и черной шляпе, с небольшой улыбкой, которая снова украшала его лицо. Его голос был мягким, когда он сказал: «Я в порядке. Иногда мы должны позволить себе погрустить, чтобы исцелиться». Комментарии наводнили трансляцию. Даже Чонгук ненадолго появился в комментариях, написав: «Хён, не заставляй нас так сильно волноваться снова». Фраза сопровождалась смеющимся смайликом, но многие знают, что за шуткой стоит глубокая искренность. В течение часа трансляции Ви не стал вдаваться в подробности о своих чувствах. Он говорил только о том, как благодарен за любовь фанатов и как тот вечер стал для него большим уроком. «Я понял, что быть честным – это нормально. Думаю, я слишком долго притворялся сильным». И когда эта фраза была сказана, тысячи комментариев заполняли экраны с сообщением: «Мы любим тебя таким, какой ты есть». Через несколько недель в различных СМИ появились статьи с сомнениями. Одна из самых обсуждаемых исходит от японской журналистки Аяки Марамото, которая пишет в Nikkei Entertainment: «Ви изменил не только то, как мы видим BTS, но и то, как мы видим людей, стоящих за славой. Его слезы стирают расстояние между звездами и землей». В последующем интервью Чонгука снова спросили о его эмоциональной реакции в ту ночь. Он мягко улыбнулся и сказал: «Иногда нам не нужно ничего говорить, просто нужно быть там». Эта фраза может быть простой, но для многих фанатов она является истинным определением дружбы. Теперь, спустя месяцы после того инцидента, момент в Токио-доме остается одним из самых эмоциональных воспоминаний в истории BTS. Не только из-за слез, но из-за смелости стоящих за ними. Многие считают, что после той ночи что-то изменилось в их динамике. Более откровенно, более открыто и более человечно. Фанаты часто цитируют строчку из сольной песни Ви про Blue and Grey, в которой он поет: «Является ли эта печаль просто синим цветом, или я серый цвет?» После той ночи песня снова поднялась на цифровых чартах, как будто мир действительно понял ее смысл. А сольная песня Чонгука «Still With You» снова стала вирусной на платформах. Многие фанаты предполагали, что песня теперь приобрела новый смысл, не только для армии, но как и молча послание Ви: «Несмотря на длинную ночь, я остаюсь с тобой». Отношения между ними теперь являются символом тепла в холодном мире развлечений. Фанаты дали им новое прозвище – «Тихая сила». Но за всем этим есть одна вещь, которая наиболее трогательна. То, как армии интерпретировали этот инцидент как саморефлектию. Многие утверждали, что моменты плача Ви помогли им примириться со своими собственными чувствами.
«Я узнала, что плач не делает меня слабой», написала одна фанатка из Филиппин. «Если Тэхьон может быть честен своим горем, то и я могу». Это явление даже создало новый тренд в онлайн-сообществе ARMY, где тысячи фанатов писали письма самим себе на тему честности и исцеления. В каждом из этих сочинений всегда есть одна общая нить. Слезы Тэхьона — это не конец, а начало пути к покою. Если подумать, возможно, именно это сделало ту ночь такой особенной. Это не просто эмоциональный момент, а зеркало, которое отражает самую честную сторону человеческого существа. Что за смехом часто скрываются раны, которые никто не хочет видеть, и за плачем стоит сила, которой нет у того, кто притворяется сильным. Тэхьон и Чонгук показали, что быть сильным не значит всегда улыбаться, а скорее осмелиться плакать перед миром и после этого оставаться на ногах. И, возможно, в этом кроется их магия. Не просто создавать музыку, а трогать душу. Теперь, когда мир снова занят новыми новостями, когда свет камеры меняет направление, тот момент остается живым в памяти тех, кто его видел. Ночь, когда два друга на гигантской сцене показали самую маленькую, но самую реальную сторону человечности. И когда репортер недавно спросил Ви о том, каким он хочет, чтобы его запомнили, Тэхьон спокойно ответил: «Я хочу, чтобы меня запомнили не потому, что я идеален, а потому, что я осмеливаюсь быть настоящим». Возможно, это и есть истинное послание той слезной ночи, что истинная красота не в совершенстве, а в смелости быть собой, даже когда мир смотрит на тебя. Потому что в конце концов концерт был не только о музыке. Речь шла не о ярких моментах или мировых рекордах, это была история о двух сердцах, которые заботились друг о друге, о честности, которая в конце концов нашла свой путь на сцену, и о любви, которая сохранилась даже после того, как погасли огни сцены. И той ночью, среди медленно стихающих аплодисментов, всем присутствующим стало ясно одно: иногда слезы — это самая чистая форма уязвимости.